на небе встречаются звезды, блеск которых меняется. Эти звезды получили название переменных звезд. Причины изменения блеска переменных звезд различны. Например, в созвездии Персея у звезды Бета, названной Алголь, изменение блеска носит четко выраженный периодический характер. Наряду с главным минимумом, когда блеск звезды уменьшается на 1,3 звездной величины, наблюдается слабый вторичный минимум. Период изменения блеска Алголя равен примерно 68 часам. Наблюдения показали, что Алголь — двойная звезда, компоненты которой имеют разный блеск. Яркая и слабая звезды поочередно затмевают друг друга. Когда затмевается яркая звезда, наблюдается главный минимум. А при затмении слабой звезды — вторичный минимум. К другому большому классу переменных звезд, пульсирующим, относится звезда Дельта в созвездии Цефея. Период изменения блеска дельты Цефея составляет чуть более 5 дней. Изменение блеска звезды связано с изменением ее диаметра и температуры поверхности. При максимуме блеска звезда меньше в диаметре и горячее. При минимуме блеска она больше и холоднее. Пульсирующие звезды наблюдаются и в других галактиках. По периоду изменения блеска и видимой звездной величине можно определить удаленность звезды от Солнечной системы. В 1975 году в созвездии Лебедя неожиданно появилась яркая звезда, которая затем в течение нескольких недель постепенно исчезла. Подобные явления наблюдались и в других созвездиях. Во время вспышки блеск новой звезды возрастает на 10 и более звездных величин. После вспышки на месте звезды появляется расширяющаяся газовая туманность, которая со временем рассеивается в пространстве. Новые звезды — тесные двойные системы, одна из которых — белый карлик, а другая — обычная звезда. Под действием притяжения часть вещества, истекающего с обычной звезды, попадает на поверхность белого карлика. Этот длительный процесс продолжается до тех пор, пока масса захваченного вещества на поверхности белого карлика не достигнет критической. При такой массе происходит термоядерный взрыв, в результате которого оболочка сбрасывается, а мы наблюдаем новую звезду. Изучая переменные звезды, мы узнаем о сложных физических процессах, происходящих в небесных телах.